Ну что, народ, бычка закончилась, альтсезон прошел. Давайте с вами разбираться в этом видео. Посмотрим графики, я расскажу свое мнение, что я думаю, какие действия я предпринимаю в рынке. Потому что графики нам говорят, некоторые очень тревожные знаки показывают. Поэтому видео будет очень интересным, полезным. Влепите ему лайк, обязательно подписывайтесь. Ныряйте в мою тележку, ссылка тоже в описании. В телеге много полезной информации. Буду рад вашей подписке. А мы полетели. Хотелось бы сразу начать не с эфириума, не с биткоина, а с Solana. Потому что Solana для меня сейчас выглядит страшнее всего. Посмотрите на этот график. Посмотрите вот так вот. Опа. Что мы видим? Мы видим яркую зону накопления. Здесь крупный капитал набирал свою позицию. То есть на протяжении 2022 года по 2023, конец 2023 года, крупный капитал набирал здесь вот позицию в этом вот диапазоне. Здесь у нас уже яркая зона распределения, то есть у нас широкий диапазон, в котором у нас распределяется актив. То есть здесь он накапливался, здесь он распределяется. Еще эта зона может выступать зоной аккумуляции, то есть повторного накопления актива перед следующим этажом. Будет ли это так? Ну, не знаю. Давайте смотреть дальше. Что мы здесь еще видим? Мы видим паттерн, очень часто разворотный паттерн, голова и плечи. Раз плечо, голова, второе плечо и уход вниз. Вот, обычно так работает этот паттерн. То есть мы первое плечо нарисовали, голову, второе плечо, и после этого идет нисходящий тренд. Вот, в принципе, ну тут кривой такой паттерн, но в принципе тоже он есть. Голова, плечо, точнее плечо, голова, и здесь вот типа маленькое плечо. Вот, и это как бы разворотный паттерн, он часто отрабатывает. Ну, я не знаю, какой у него процент отработки, но в целом он очень часто отрабатывает, поэтому как бы, смотря на то, что у нас была зона накопления, зона распределения, паттерн, плюс волновики, если есть волновики здесь, либо кто смотрит волновиков, они тоже как бы по своим волнам там посчитали, и это как бы у нас последняя волна, и вот как бы был поставлен пик, и сейчас у нас будет корректирующая волна идти. Вот, поэтому как бы очень много показателей за то, что все-таки как-то, ну, подходит по ходу к концу наша движуха. Смотрите, у нас был хай здесь поставлен, и когда у нас происходит такой вот свип хая, то есть просто свечой, и тень остается такая длинная, вот у нас резкий объем зашел, сняли ликвидность за хаем, вот ликвидность сняли здесь, чтобы те, кто там, допустим, шортили, их сбрило, и ушли вниз. Обычно после такого снятия у нас идет коррекция. То есть, ну вот у нас была коррекция, давайте посмотрим, на сколько процентов. Если вот брать даже с самой тени до дна, 67% коррекции. Ну, в принципе, нормальная такая коррекция. Но такие снятия могут приводить к гораздо глубоким более коррекциям. То есть куда-то вот в этот диапазон, ниже сотки, мы можем еще спуститься, снять ликвидность за этим лоу. Вот. И смотрите, локально у нас еще такая картина. Мы находимся в канале. И очень много раз тестировали верхнюю границу этого канала. То есть, чем больше касаний, тем выше шанс пробоя. Отмена сценария шортового медвежьего. В случае, если мы пробиваемся выше этого канала, закрепляемся здесь выше, все, тогда это уже очень большая вероятность, что мы пойдем дальше расти вверх. Но пока что мы находимся ниже. И если мы даже пробьем и не закрепимся, то есть пробили, ушли, то все равно у нас остается шортовый сценарий. Здесь у нас тоже есть уровень поддержки, вот, и если мы пробиваем, то мы летим дальше вниз. Короче, по Solana ситуация очень такая страшная. Мне вот прям максимально нравится. То же самое здесь было. У нас была зона накопления, был первый памп, потом как бы коррекция, и второй, скажем так, финальный памп. То же самое здесь у нас. Первый памп, коррекция, и вот финальный памп, зона распределения. Вот оно. Поэтому очень похоже все, что было в прошлых годах. И вот, ну, Соланка как будто уже реально свое отыграла. Что я лично сделал с Соланой? У меня было немного Соланы, я 50% зафиксировал. По цене 205, где-то так, я зафиксировал половину Соланы. Это не самый хай, но, ребят, это в зоне распределения, это около хая. У меня средняя цена по Солане 28 долларов. То есть вот здесь вот у меня средняя цена, прям в зоне накопления вот здесь вот. Верхняя граница зоны накопления, 28 долларов у меня средняя цена по Солане. Поэтому как бы я заработал 600% прибыли, мне этого вполне достаточно. У меня тем более немного Соланы, поэтому я ее слил. 50%. И 50% оставил на случай, если мы будем расти. Если мы укатаемся, ничего страшного, эта Солана пойдет там на комиссии, еще куда-то. Пускай лежит. Типа, мне как бы все равно, я 50% забрал, я в прибыли нахожусь, я забрал прибыль, поэтому те, кто забирает прибыль на рынке, они всегда как бы в выигрышной ситуации находятся. Хоть актив будет расти, падать, у меня как бы еще 50% есть, отлично, буду зарабатывать. Будет падать, отлично, я уже зафиксировал позицию половину. Поэтому по Солане у меня такие мысли. Что думаете вы, пишите в комментариях, будет интересно почитать. И давайте еще разберем график эфириума и биткоина. Давайте сразу биткоин, потом эфириум. Потому что по биткоину у нас тоже такая ситуация, ну, очень плачевная. Просто посмотрите на этот график. Мы растем буквально, посмотрите под каким острым углом. Ну, блин, 90 градусов практически угол. То есть, ну, очень такой прям сильный аптренд идет. И такие аптренды, они потом часто заканчиваются сильной коррекцией. Потому что нужно откорректировать движение, которое, соответственно, прошел биткоин. Доберем даже верхний диапазон дна, то есть не с самого дна.
там до текущих 400% роста для биткоина, это вау, это 5 иксов. 5 иксов, 400% роста, 5 иксов для биткоина. Для крупного актива это очень хорошие иксы. Вот поэтому как бы, ну то же самое здесь было, смотрите, в прошлых годах. То же самое. Жесткий аптренд, просто максимально жесткий, вертикальная линия вверх, потом коррекция, завершающая, то есть снятие, тоже, видите, хай, мы его сняли и пошли вниз. Вот. Поэтому как бы на биткоине очень похожая ситуация. Даже если по хаям посмотреть, вот тоже самое снятие, то есть у нас хай, снятие, то есть видите, здесь, ну, блин, тут не совсем такое снятие, как должно быть, тут типа тень, но если посмотреть на недельном графике, там будет нормальное снятие, вот. На недельном графике у нас две свечки, вот эту свечку мы сняли ликвидность с нее, то есть чуть-чуть выше вышли этой свечки, сняли ликвидность и пошли вниз. Опять же, если посмотреть на истории, всегда такие вот походы заканчиваются у нас коррекцией. То же самое. Хай, снятие, чуть вышли выше, сняли ликвидность по коррекции. Посмотрим, сколько коррекцию мы здесь получили. Коррекция на 32%. Ну, типа, это для биткоина нормально, нормально, вот. Поэтому, как бы, можем получить более глубокую коррекцию с учетом того, что у нас очень жесткий идет аптренд. Опять же, видите, какие здесь объемы конские? Здесь была зона накопления, то есть актив здесь накапливает. Здесь у нас постепенно на росте уже, видите, объемы падают. Вообще, если посмотреть здесь, у нас конкретно вот объемы падают. Видите, какое снижение объемов? То есть актив постепенно распределяется, распродается, и в основном его накапливают ритейл. Но если смотреть по ончейну, там как бы спорно. Есть кошельки, которые вообще просто накапливают, они как бы не продают биткоин. Вот, допустим, я такой человек, что я просто покупаю, я его не продаю. Есть те, кто спекулирует, они накупили, на дне купили, заработали какое-то количество процентов роста к своему депозиту и продают. Вот, соответственно, сейчас у нас идет снижение по объемам, и вероятнее всего мы можем вот как раз таки насчет трендовой, вот видите, эту трендовую линию, то есть она у нас часто отрабатывала, мы раз приходили здесь, два приходили, три. И чем больше станет трендовой линии, тем выше шанс пробоя. Это касается всех поддержек, сопротивления, поэтому эта линия поддержки, трендовая линия поддержки у нас может сейчас сломаться. Видите, мы даже не видим откупа, то есть видите, какие свечи идут. Если смотреть стратегию price action, то мы видим, что идут крупные объемы на продажу. При этом покупки очень слабые, то есть была какая-то свеча покупки, и сразу же ее поглотили медвежьими свечами. Какие-то свечи покупки сразу поглотили. И здесь вообще откупа не идет, посмотрите. Что это за свечка? Это, ну, это не откуп, это просто, типа, цена задержалась здесь, потому что здесь вот такая зона проторговки объемная, поэтому мы здесь задержались, все. Ну и плюс трендовая линия. Поэтому, ребята, мы можем в ближайшее время куда-то пойти вот сюда. Вот у нас здесь зона такая поддержки есть небольшая. Это 101, 100 тысяч, 101, 100 тысяч. Вот. Потом здесь у нас есть уровень, к которому подходили. Тоже вот можно было здесь лонг-позицию брать, я об этом говорил. Вот, этот уровень у нас 98 тысяч долларов. То есть, куда-то вот поглубже коррекция у нас, в принципе, может быть на биткоине. Закончился ли бычий рынок на битке? Слушайте, у меня такая теория, что биткоин и вообще бычий рынок на крипте может продлиться очень долго. То, что мы сейчас перешли в такую фазу, когда у нас макроэкономические факторы, они влияют больше, чем какая-то там график или еще что-то. То есть, у нас в сентябре планируется снижение ставки ФРС. Опять же, вы должны понимать, что снижение ставки ФРС это более дешевые деньги для всех, да? Но это работает с отложенным, как бы так, с отложенным работает, не вариантом, как это правильно сказать. Короче, работает с отложением вперед. То есть, если ставку снизили, все, деньги не сразу стали дешевыми. Нет, ребят, там еще несколько месяцев пройдет, когда этот, ну, эффект будет чувствоваться. Поэтому снижение ставки, это все работает в долгосроке. Когда вот снизится сама ставка, как раз таки на новостях мы можем еще ниже упасть. Все ждут снижения ставки, будет рост, потому что так все говорят, блогеры говорят. Но в крипте существует такой паттерн, покупай на слух, продай на новостях. Типа мы очень сильно выросли. Когда снизится ставку, по сути, паттерн покупай на слух, продавай на новостях, он отработает. То есть мы на слухах купили, что ставка снижается, и на новости, когда ставку снизили, продаем. Поэтому можем получить более сильную коррекцию. И опять же, само снижение ставки, оно играет на большой дистанции. То есть сразу там деньги дешевыми не станут, сразу там ликвидность не потечет в рынок. Это все будет играть на дистанции. Поэтому бычий рынок может перенестись на 26-й, на 27-й год, туда вперед переноситься. Потому что сейчас мы больше зависим от макроэкономических факторов, так у нас есть ETF. У нас биткоин торгуется на фондовой бирже в США. Его можно, вот любые там институциональные игроки, крупные фонды, корпорации могут прийти и купить себе биткоин прямо на бирже. Поэтому тут игра уже совершенно, ну, другого уровня. Это не как раньше было, что мы там за счет халвингов, циклов. Мне кажется, что циклы все-таки немножко сломались. Да, мы можем получить более сильную коррекцию куда-нибудь вот в эту зону, да, 80 тысяч долларов. Прикиньте, вот сюда мы пойдем, да большинство обосрется, скажет, все, бычка закончилась, они будут выходить здесь. Но по сути это просто будет еще одна коррекция перед следующим витком роста. У нас как бы рынок двигается волнами. Рост, коррекция, либо импульс, коррекция. Ну, типа, так двигается рынок. Поэтому если мы упадем к 80 тысячам долларам, ну, типа, это не будет что-то вау, все, катастрофа, биткоин скам, бычка закончилась. Нет, это будет обычная стандартная коррекция. Вот если брать даже с хая 80 тысяч долларов, это коррекция на 35%. Вот только что мы с вами смотрели, была коррекция 36. Вот после этого снятия
как оно обычно происходит, вот 32%, да, тут то же самое, хай, снятие, ну, 35% коррекция, ну, типа, это не вау, это не что-то прям много. При этом рынок альтов, если доминация не будет у нас падать, он будет очень сильно страдать. Все, смотрим теперь эфириум. По биткоину разобрались, по Solana разобрались, смотрим эфириум. Блин, эфириум, конечно, график у него вообще как бы максимально такой странный, потому что, смотрите, у нас, по сути, это все зона накопления. Вот это здоровая зона накопления с 2021 года, по сути, вот это реально все зона накопления. Мы ходим в одном рендже. Мы чуть-чуть сняли хай, прошлый аташ обновили и спустились ниже. То есть, по сути, это все большая зона накопления. Ну и как бы по эфириуму он еще как будто свое не отыграл. И весь фокус, допустим, Solana уже свое отыграл. Он дал там с дна, я что-то считал, там 3380% роста. То есть это очень много. Эфириум там, ну, с дна сколько он дал? Ну, херню он дал. Вот с дна до текущих отметок там 400% роста для эфириума, для альткоина, топ-2 альткоина, ну это типа немного. Даже Solana дала 3300% роста. И плюс по эфириуму, посмотрите, какие здесь объемы. У нас здесь рост объемов идет. Здесь у нас по биткоину падают объемы, по Solana у нас объемы падают, то по эфириуму у нас объемы растут. У нас активно откупают. Можно поставить притоки в ETF, эфириум и биткоин до сих пор откупают на фондовой бирже, люди покупают. Ритейл покупают обычные такие вот участники, как мы с вами. Институционалы все покупают. То есть до сих пор на фонде у нас идут притоки в рынке. Несмотря на то, что, допустим, ситуация, ну, по Solana, допустим, на Solana тоже приняли ETF, но про него вообще никто ничего не говорит, там как-то слабое, короче. По Solana там как-то не особо зашел этот ETF. Вот, но по эфириуму, пожалуйста, объемы растут. И как будто эфириум еще свое не отыграл. И локально мы можем как раз таки протестировать эти вот хаи. Ну, мы сейчас их будем тестировать, вот эти вот, то, что у нас была зона сопротивления, которую мы пробили, про которую я говорил, что мы, ребят, пробьем, полетим на TH. Видос можете найти на канале, вот там буквально 3 недели назад вроде выходил, еще до этого пробития, говорил, что мы сейчас будем пробивать. Поэтому по эфириуму я настроен более по-бычьи, и по альткоинам тоже. Поэтому, ребят, я считаю, что бычий рынок еще не закончился. У нас будет в сентябре, возможно, коррекция какая-то сильная, потому что сентябрь считается одним из самых слабых месяцев на всех финансовых рынках. Сентябрь это один из самых плохих месяцев. Поэтому мы можем в сентябре увидеть хорошую коррекцию. Особенно, когда вот ставку снизят, опять же, новости отыграют, и мы можем увидеть коррекцию. Вот, поэтому по эфириуму, я думаю, что доминация у нас продолжит снижаться. У нас будет переходить ликвидность в более рискованные активы. Тем более, когда снижается ставка, деньги становятся более дешевыми, люди готовы рисковать. И поэтому они покупают более рискованные активы. Биткоин у нас такой более консервативный актив. Также по эфириуму, если посмотреть локально, то мы как раз таки сейчас пришли к зоне поддержки. И если мы закрепимся ниже вот этой зоны 4331, да, 325, вот это вот. Если мы здесь ниже закрепимся, то мы пойдем еще ниже. То есть вот сюда куда спустимся. Пока что эта поддержка отыграла, то есть мы пришли к поддержке, получили реакцию, и ну, очень слабый откуп, очень слабый. Объем даже, видите, какой очень слабо зашел. То есть пока слабо откуп получили, поэтому еще есть вариант коррекции более низкой, вот куда-то сюда. Так, опять же, у нас здесь вот есть поддержка, вот эти вот хаи, они уступают нам поддержке. Также есть локальная поддержка вот такая вот, которая нас удерживала здесь. Поэтому по эфириуму пока что ситуация неоднозначна, нужно смотреть, что будет дальше. Типа сейчас пока что эфириум непонятно, как будет. То же самое у нас, кстати, снятие, у нас вот хай, снятие, и после снятия обычно идет коррекция, ну, то хотя бы там на процентов 30. Если у нас с текущих эфириум пойдет на процентов 30, это у нас цена в 3400 баксов. 3400 баксов. Как раз таки вот к этой зоне проторговки, то есть по сути к объемному уровню, здесь можем задержаться. Поэтому, ребят, как бы по эфириуму, возможно, будет тоже коррекция. Я что именно сейчас делаю? Я зафиксировал половину с позиции Solana, потом зафиксировал еще один airdrop, который я получал по AMI, то есть я получил airdrop за стейкинг Аптоса, у меня там на пике было 300 баксов, сейчас я там 150 баксов за это, 158 даже зафиксировал, то есть ну, немного, просто зафиксировал позиции, которые в прибыли, и сейчас я нарастаю кэшем, то есть я сейчас собираю кэш. Если будет сильная коррекция, я буду докупаться, потому что я считаю, что бычий рынок не закончился. Все бычьи рынки заканчиваются эйфорией. У нас эйфории на рынке не было, у нас растет только биткоин, эфириум, Solana, парочку альтов типа Hyperliquid, и XRP, и все. Это не эйфория. На рынке, все рынки бычьи заканчиваются эйфорией, когда все сходят с ума, когда все зарабатывают, все становятся богатыми на короткий промежуток времени. Тогда заканчивается бычий рынок. У нас такого не было, поэтому я считаю, что бычий рынок не закончился. Также, если смотреть по доминации биткоина, мы как раз таки сейчас только вышли из нисходящего канала. Вот, мы провалились, мы находились в многолетнем, с 22 года, мы находились в многолетнем восходящем тренде по доминации биткоина, то есть ликвидность шла в биткоин. Сейчас у нас ликвидность постепенно переходит в альткоины. И это видно по доминации, это видно по альтам, то есть альты уже там так сильно не падают, там на 20-30%, как раньше, там за день, типа 20-30% для альтов, это был нормальный упад. Сейчас альты не падают, все. Из альтов уже люди повыходили, попродавали, и сейчас крупный капитал начинает еще больше накапливать. Они так накапливают, допустим, тот же токен DODX, я тоже в одном из видосов показывал, там 97% токенов лежат в одних руках. В одних руках.
И типа эти люди могут делать со мной все, что хотят, любую абсолютно цену ставить. И им не выгодно обнулять свой депозит, они не будут еще цену прям вообще обнулять в ноль, потому что это же их деньги там лежат, им не выгодно это делать. И так по большинство альткоинов уже находится в руках крупного капитала, и им не выгодно свои позиции обнулять. Да, они могут еще дать коррекцию 5-10%, чтобы еще там люди вышли, и 20, и 30 еще может быть. Но в целом мы находимся уже на дне, просто на самом днище. И вот постепенно мы видим, что у нас переходит ликвидность в альткоины. Когда они выстрелят, ребят, это вопрос лишь времени. Опять же, вот эти все выстрелы по альткоинам, ну тут же вот взять XRP. Ну вот посмотрите, какой вертикальный тренд. Ну кто-то вам предупредит вас, что вот сейчас начнется там альтсезон, там рост. Нет, ну это просто начинается резко. Вот мертвая зона, посмотрите, 22 год по 24 год. 2 года просто мертвая зона. В одном рейнже торгуется, чувак. И потом просто резко выстреливает. Ну вот и все. И по большинству альткоинов точно так же будет. Никто вас не будет предупреждать, что вот сейчас начнется альтсезон. Вот тот же токен DYDX, да? Вот он на дне уже катается с какого года? С 22 года то же самое. С 22 года, пожалуйста, зона накопления. Сейчас мы спустились еще ниже. То есть тут вообще максимально, посмотрите, какие тут объемы. Тут ну, отбирается актив, он покупается. Ну куда его еще ниже опускать? Куда? Типа уже некуда. Вот. И типа в 25 году, в 26 году, ну, может у нас произойти выстрел. Опять же, это происходит резко, то есть никто не будет предупреждать, никто не будет вам давать возможность зайти. Ведь когда растет актив, да, люди такие думают, ну сейчас будет коррекция, я зайду, а коррекции просто не дают. То же самое, как было по эфириму, я вам говорил, что вам не дадут коррекции, вот. Вот здесь вот я, подожди, где-то, вот здесь вот я говорил, что, ребят, покупаем, лонгуем, не дадут коррекции, не дадут. Вот, посмотрите, была коррекция? Нет. Вот здесь вот дали какую-то минимальную коррекцию и опять пошли. То есть, ну, актив он растет просто вертикально вверх, чтобы люди не могли зайти, чтобы они покупали по хаям, у них фома, у них чувство упущенной выгоды, они такие, блин, я не заработал, надо покупать. И покупают прямо здесь вот, прямо на самом хае покупают, и потом, соответственно, кто покупает на хаях, тот катается, вы поняли на чем. Поэтому я считаю, что бычий рынок не закончился. Возможно, нас впереди ждет очень сильная коррекция, на которой я буду, соответственно, докупаться. Буду докупать альткоины. Некоторые альткоины зафиксировал, такие как Solana, потому что они выглядят уже не очень, не привлекательно. Я лучше там эти деньги перелью в какой-то другой альткоин. Там в тот же Aptos. Aptos, допустим, тоже не стрелял еще. То есть Aptos находится прямо на самом-самом дне практически. Вот, чуть-чуть там до обновления low ему не хватает. И вот то же самое, объем у нас здесь есть. Проект фундаментально очень сильно развивается, куча партнерств. В РВА развивается, топ-3 проектов по РВА, в AI развивается. То есть, ну, такие проекты, типа, я готов. Это бизнес, который работает. Да, он недоходный, сразу говорю, Aptos проект недоходный, они на комиссиях очень мало зарабатывают, к сожалению. Но то, что они делают и работают, и развиваются, это да. Вот, поэтому лучше искать какие-нибудь еще и доходные, чтобы бизнес был доходный, чтобы они зарабатывали, типа вот токен DYDX. Типа протокол, фьючерсов, плюс они там спот хотят добавить. Вот этот протокол зарабатывает. Люди торгуют на площадке DYDX, децентрализованной бирже, и, соответственно, проект с этого зарабатывает с комиссии. Вот. Это высокодоходный, ну, типа, не высокодоходный, просто доходный проект. То есть, это бизнес, который работает. Вот, поэтому я готов в такой инвестировать. Токен DYDX. Находится он где? В зоне накопления, поэтому, соответственно, что мы делаем? Покупаем. Распределяться мы будем в зоне распределения, которой еще у нас даже близко не было. Вот и все, ну, типа, логика максимально простая. Я не спешу там заработать здесь сейчас. Я мыслю более долгосрочно и смотрю шире на картину, поэтому те, кто хотят заработать здесь сейчас, вы можете здесь и сейчас только потерять и оставить депозит свой, накормить других участников рынка. Тоже вот токен LDO. Посмотрите, это протокол, посмотрите, какие здесь объемы, просто канинские. Просто канинский объем. Посмотрите, как они жестко растут. Максимально отбирают токен у ритейла. Максимально. Это все большая зона накопления. Он даже не стрелял. Он даже не стрелял. С 22 года по 25 год просто зона накопления. Он даже не стрелял. Вот такие вот проекты покупать. Это этот протокол зарабатывает около 2 миллионов долларов ежедневно. 2 миллиона долларов ежедневно. Это самый крупный протокол стейкинга на эфириуме. В этом протоколе там, я не помню сколько ликвидности, на дефилами можно посмотреть по TV, сколько там реальных денег. В одном протоколе денег больше, чем в Solana, всей экосистемы Solana, в одном протоколе на эфириуме. Вот такие бизнесы я готов инвестировать, это я готов покупать. Вот LDO у меня лежит в портфеле, у меня он даже в плюсе, потому что у меня средняя точка около 1 бакса. Вот здесь вот у меня средняя точка входа. Это с учетом, что я покупал здесь, усреднялся. У меня средняя около 1 бакса, я сейчас в плюсе. Если у нас LDO будет еще опускаться, я буду с удовольствием откупать данный альткоин, потому что объемы растут, крупный капитал откупает, бизнес рабочий, они зарабатывают, самый крупный протокол стейкинга на эфириуме, поэтому в такое я готов инвестировать. Вот, опять же, я вам записывал видео про токены, альткоины, в которые я инвестировал, в которые я верю, потому что они, по моей вот, оценке, они будут расти, переоцениваться из разных факторов. Опять же, на канале куча видосов, плейлисты, можете зайти, посмотреть. И я думаю, на этом видос можно уже заканчивать, потому что реально уже затянулся. Последняя новость. Сегодня говорят, что Дональд Трамп умер.
Да, вот такая вот новость вышла. Если вы в Твиттер вобьете Дональд Трамп dead, то сейчас все пишут, что Дональд Трамп умер. Если он умер, там, то вот Симпсоны предсказали опять то, что Трамп умер, туда-сюда. Ну, короче, сейчас форсят, что типа Трамп умер, потому что он 3 дня не выходит на связь. И типа с ним что-то случилось, и у него плюс в ближайшее время не запланировано публичных мероприятий. Не знаю, сколько это правда. Если Трамп умер, опять же, это будет черный лебедь, скорее всего, для крипты, и мы прокатимся вниз. Опять же, это лишь просто информация с интернета, я не знаю, это правда, неправда, я лишь просто поделился с вами информацией. А как это на самом деле, я без понятия. Посмотрим, что будет. В любом случае, мне кажется, это больше негатив, чем позитив. Ну и там на дистанции посмотрим, как это отработает. Опять же, вот как раз таки к сентябрю могут подвести снижение ставки, снижение, коррекция. Если там, ну, с Трампом что-то случилось, тоже коррекция. То есть могут как раз таки вот и прокатить на этом нас. Потому что обычно подвозят новости, у нам, ну, типа, график опускается, и под это нам подвозят новости, что вот, типа, что там случилось. Поэтому посмотрим, что это правда-неправда. Свое мнение по рынку я сказал. Я продолжаю держать позиции. Какие-то вот, как Solana и airdrop я зафиксировал, потому что сейчас airdropы держать реально как-то, они все выходят на переоценки, потом укатываются. Там реально очень малое количество airdropов выстреливает. Сейчас лучше заходить в токен-сейлы. В токен-сейлах можно там 2-3 икса заработать свой депозит очень быстро. Поэтому тоже сейчас на лаунчпаде build, как-то так он называется, там выходит новый токен сейл, там Сахара выходила, можно было заработать, еще какие-то новые токен сейлы. Поэтому в такие вот активности сейчас можно участвовать и себе фармить депозит. Ну, либо торговать, но, ребят, такой рынок, что сейчас просто выносят всех и вся, поэтому торговать очень опасно, поэтому решайте, что вы будете делать вы. Я с вами поделился своим мнением. Пишите, что думаете вы, мне будет интересно почитать. Обязательно ставьте видосику лайк. Подписывайтесь на телегу, ссылка в описании. Подписывайтесь на канал, делитесь роликом с друзьями. А мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!